Здравствуйте, в эфире программа «Трибуна», в студии Владимир Нестеров. И у нас сегодня в гостях член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Бурятия Арнольд Тулохунов. Арнольд Кириллович, здравствуйте. Добрый день. Давайте с вами поговорим о самых, наверное, разных проблемах, в том числе и вопросах, связанных с Бурятией. На последнем 385-м пленарном заседании в Совете Федерации вы подняли вопрос с лесными пожарами. Насколько сейчас зимой критична ситуация, много ли горит лесов? Вопрос немножко, может быть, должен быть поставлен шире. Мы, Палата регионов, и всегда стараемся по мере возможности решать региональные проблемы. Но в данном случае речь идет о том, что проблема лесных пожаров вообще стала для России, дежурной и очень важной. И ситуация прошлого года, когда впервые горело более 1 миллиона гектаров, это было не совсем обычно. И причина этих пожаров не просто сухая погода, не просто плохая работа пожарных, если можно так назвать, а много социальных проблем. И даже сегодня, если же говорить про сегодня, зимой в 40-градусные морозы горят торфяники. Да горят так, что не видно дороги на трассе Москва-Владивосток. Это тоже было впервые. Я не буду обсуждать причины, так скажем, технические. Я хотел бы просто отметить, что сегодня законодательство на Байкале, а оно уникально в том плане, что в российском федеральном законодательстве есть единственный региональный закон, закон об охране озера Байкал. И он стал настолько такого крайнего варианта подхода к нему в сторону решение проблемных экологических задач, как будто там нет людей. И в том числе в некоторых последних вариантах, в директивах правительства предусмотрена так называемая водоохранная зона, в которой запрещается фактически жизнь человека, право его конституционное на природные ресурсы. Нельзя строить или расширять, или хоронить людей на кладбище, нельзя прокладывать дороги, нельзя рубить сгоревший лес. И вот это, кроме социальных последствий, имеет одну очень нехорошую тенденцию. Человека отлучают от его материнских корней, от родной земли. И в результате местные жители говорят: у нас нет прав на лес, у нас нет прав на землю, и даже права на быть похороненным. Тогда и сами эти пожары тушите федеральными структурами. И вот это отчуждение, оно очень нехорошо влияет на вообще социальную обстановку. И в прошлом году это была очень ситуация по законодательству о том, что на этой же территории от Читы до, так скажем, Иркутска ввели обязательную экологическую экспертизу, которая раза в 2-3 сократила строительство новых объектов. Вот надо человеку строить, не человеку, а району строить школу. Надо на нее проводить экологическую экспертизу. Но с какого перепугу надо на школу делать эту экспертизу, которая стоит огромных денег, проводится в Красноярске, в Новосибирске. Естественно, надо взятки делать. И вот эта вещь, которая вроде преследует хорошую цель решения природоохранных задач, она оборачивается другим концом и бьет местных жителей. У нас нет прав на приватизацию земли вокруг Байкала. Что в результате? Приезжает молодой специалист, хочет построить дом, как обычно в деревне, а ему Росреестр говорит: а вы не имеете права приватизировать эту землю, потому что это особо охраняемая природная территория. И таких казусов, которые влияют отрицательно на жизнь человека, становится достаточно много. Поэтому ко мне обратилось 11 тысяч подписантов, местных жителей, которые говорят: а зачем нам такой закон, который оборачивается против нас? И вот это социальные последствия вот этих неподготовленных законов, которые принимаются в Садовом кольце и даже не имеют отношения к той территории, на которую он направлен. И вот это как раз именно вот такой результат. Есть определенные какие-то бытовые потребности человека, которые не всегда, грубо говоря, совпадают с теми законами, которые действуют. Немножко не так. Поймите, есть... Что можно сделать? Вот еще немножко не так. Есть законы, которые решают социально-экономические проблемы. Они вполне понятны, их делают гуманитарии. Но когда тот же гуманитарий, юрист, правовед, даже высокого уровня, но не знающий основ природных, так скажем, экосистем, начинает регулировать законами жизнь природы, то это встречает сопротивление самой природы и местных жителей. Потому что в природе другие законы, они иногда не подчиняются нашим желаниям.
И поэтому второй вот момент в своей законотворческой деятельности говорит о том, что я пытаюсь корректировать законы, которые сделаны как бы в отрыве от основы существования. Как бы наша Конституция говорит, человек имеет равные права. Независимо, в Москве живет в Садовом кольце или на берегу Байкала. Но почему на берегу Байкала нельзя хоронить человека? Вот я умер, куда там девать? Нельзя строить дороги, нельзя рубить лес. А что тогда ему делать? Нельзя ловить рыбу. Тогда что ему делать? Это нарушение конституционных прав. Я написал письмо генеральному прокурору. Написал о том, что это нарушение прав. Но, к сожалению, у нас законы как бы, легко обходятся всевозможными отписками и не получил реального ответа. Поэтому надо менять, вернее, если мы взяли за основу Конституцию, там очень хорошо расписаны очень многие общие права, под них, так скажем, рамочные права, под них нужны конкретные такие законы. Почему у нас не идут реформы в целом по стране? Ни одна реформа, потому что они опять же сделаны для огромной страны. Реформа сельского хозяйства. Как может быть одни условия для Краснодара и для Якутии? А там нет никаких критериев, никто отвечает, ни в какие сроки. Даже Никита Хрущев, когда мечтал о коммунизме, он написал на 20 лет программу. Написал, при каких условиях это должно быть достигнуто. Другое дело, что это не получилось, но были цифры, были обоснования. Дальше научный подход. Тот же Никита Хрущев, когда осваивал Сибирь, он же понимал, что осваивать Сибирь и Дальний Восток без науки невозможно. Он создал сибирское отделение, он создал крупнейший в мире Новосибирский академгородок. Это не очень грамотный человек, но который реально понимал ситуацию. А сегодня что мы делаем с Академией наук? Великий Жорью Кюри говорил, та страна, которая не развивает науку, она неизбежно превращается в колонию. Неужели мы таким путем должны идти? Поэтому я говорю о том, что надо знать основы, надо знать научную часть и подходить научно ко всем нашим законодательным актам. Почему не получается программа развития Дальнего Востока? Да потому что там перечень мероприятий, которые решают региональные задачи, а губернаторы между собой, ведут борьбу за бюджетные деньги. Там нет интересов России, там нет идеи госплана, потому что госплан это все планировал. И вот это и есть недостаток крупнейшее развития наших экономических планов. Я еще раз, может быть, более подробно представлю нашего гостя. Арнольд Кириллович Тулоханов, сенатор от Республики Бурятия, является также заслуженным деятелем науки Российской Федерации, доктором географических наук, профессором, членом-корреспондентом Российской Академии Наук и, если, Арнольд Кириллович, я не ошибаюсь, автором более 300 научных трудов, в том числе 20 монографий. Давайте с вами поговорим о нашей водной кладовой, об озере Байкал. Информация для наших слушателей. 20% запасов, порядка 20% запасов пресной воды нашей планеты, то есть воды больше, чем в 5 великих озерах североамериканского континента, находится в озере Байкал. 2017 год, как мы знаем, объявлен годом особо охраняемых территорий. Указ президента есть. Указ президента есть, да. Конечно же, озеро Байкал является особо охраняемой территорией, о чем мы уже сегодня говорили. Раньше основной проблемой озера Байкал считался целлюлозный комбинат, который начал работать в 90-е годы. Сейчас уже несколько лет как комбинат закрыли. Скажите, какова экологическая обстановка на озере и какие проблемы еще существуют с озером Байкал? Давайте отметим одну особенность, что сегодня Байкал в числе не такого множества объектов российских, он входит в состав или включен в список участков всемирного наследия, природного наследия. Таким образом, Россия, подписав эту конвенцию, взяла на себя вместе с международным мировым сообществом ответственность за Байкал. Поэтому Байкал это не собственность Бурятии, Иркутской области, России, а это мировая, гордость, мировое достояние. Соответственно, мы должны к нему подходить с этих позиций и решать всем миром, а не сваливать все ограничения на местных жителей. Нельзя, о чем я говорил, строить, расширять, рубить и прочее. Но, к сожалению, это понимание, особенно сегодня, не всегда доходит до наших властей. И мое выступление как раз на Совете Федерации связано с тем, что, несмотря на колоссальный объем, количество пожаров, пройденных лесов,
наш Рослесхоз, правительство нашей страны 4 раза сократило финансирование в 2 раза вообще на лесную службу Бурятии, а в 4 раза на пожары. Естественно, я начинаю возмущаться, каким образом при таких условиях, когда у нас вообще выделяется 20% от требуемой суммы на пожары, эту сумму сократили еще в 4 раза, то давайте тогда в целях экономии вообще закроем лесную службу. Почему? Пожары они были, есть и будут. Но зачем тогда издеваться над людьми, выделяя 5% от требуемой суммы, и еще говорить, что Бурятия отвечает за лесные пожары? Поэтому я потребовал и сказал, что правительство некорректно относится к решениям Совета Федерации, и оно должно исправить эту ситуацию и решить те задачи, которые мы поставили на 2 круглых столах в Совете Федерации.